Всем привет! Многие в комментариях пишут, что такое ARP, зачем и как, куда обращаться, где найти хоста. А главный вопрос, конечно, звучит так, что будет после того, как программа ARP закончится, да, когда она дойдет до своего финала. Дальше будет обычная жизнь, потому что жизнь продолжается. Это первое. Второе, у этой программы сейчас есть уже конечная точка. Срок действия программы истекает 31 марта 2025 года, однако она может быть продлена приказом министра по вопросам равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи в соответствии с действующим законодательством. То есть ее могут еще продлить до марта 2026 года. Но пока мы даже саму защиту еще не продлили в Ирландии. Евросоюз продлил, но сама именно Ирландия, именно как государство, еще не продлила. Понятное дело, что она подчинится правилам Евросоюза и продлит. А вот насчет программа это же внутреннее дело каждой страны. То есть какие платить выплаты, какие программы организовывать для беженцев, какие отменять, какие забирать. Это уже внутреннее решение каждой страны. И вот программа ARP на данный момент, пока действует до 31 марта 2025 года. Хотя защита сейчас, да, действует, если не ошибаюсь, или до 1, либо до 4 марта. То есть в прямом смысле программа ARP сейчас, она действует дольше, чем сама защита. Сейчас, в данную минуту. То есть я снимаю это, да, 22 октября 2024 года, снимаю этот ролик. И многие спрашивают, что же делать, как потом быть. И вот сегодня я хотел бы рассказать, да, и вам подсказать пару просто обычных, да, советов, чтобы не остаться в конце пути на улице. Проблема жилья в Ирландии огромная, и я снял специальный ролик для своих спонсоров. Вот видите, он обозначен вот таким вот, да, зеленой такой вот звездочкой, только для спонсоров. Ребята, спонсорство от 99 центов. То есть, если вы становитесь спонсором моего канала, вам будет доступен вот этот вот ролик, где я рассказываю, где вы можете найти жилье за 700 евро, то есть апартменты, либо таунхаусы за 900-950. То есть, там выработаны мой опыт и мои советы, которыми я пользовался, и вы сможете с помощью, да, этих советов попробовать тоже найти. Это не стопроцентная гарантия, но поверьте, то, что я знаю и то, что я рассказываю в этом ролике, будет очень сильно вам полезно, и это уже очень многим помогло. Так что подписывайтесь, главное, на канал, оформляйте колокольчик и становитесь спонсором канала. Не стесняйтесь. Это стоит копеечные, да, деньги по меркам Ирландии, но информация, которую я там рассказываю, поверьте, она очень важна, эффективна и многим, еще раз повторяю, уже помогла. А мы разбираемся, когда же закончится ARP и как людям, беженцам себя обезопасить. Первое, что бы я вам посоветовал, это самое главное, конечно, это иметь хорошие взаимоотношения с вашим хостом, с той семьей, да, которая вас приняла. То есть вести себя адекватно, нормально, не буянить, то есть по максимальному пытаться даже как-то, можно сказать, да, подмазаться, как-то посластить пилюлю, чтобы люди видели, что вы адекватные, вы нормальные, потому что не хочется затрагивать что-то, да, негативное, но, как мы знаем, многие ирландцы разрывают контракты, выгоняют украинцев на улицу, потому что аморальное поведение, не сошлись характерами, пьянки, попойки, ну, различные эти все моменты, да, которые не слишком приятные. Ну и главное, мы должны не забывать про то, что ARP это не аренда, и там хост, то есть хозяин жилья, он царь и бог. То, что указано, что он должен минимально принять, да, вас в период 6 месяцев, это все, конечно, Филькина грамота, и то, что там подписываются, расписываются какие-то выдуманные контракты, они ничего не стоят. Как только хост пришел, сказал вам, в течение 2 недель, это максимум, вы должны выехать. А были такие случаи, что просто в этот же день пришел, все, уходи куда хочешь, мне это не интересно, я не хочу больше тебя размещать, с вами сотрудничать, и все. И людей просто выгоняли на улицу. Если вы знаете таких людей или такие истории, пишите в комментариях ваше мнение по этому поводу, да, справедливо это, несправедливо, считаете, человек должен выполнять свои типа обязательства в полгода, либо все-таки закон никак его не ограничивает. По факту он его никак не ограничивает, и никаких санкций, если хост захочет выгнать украинского беженца, ему ничего не грозит полностью, ничего. Наоборот, он может еще вызвать гарду
и поверьте, Гарда будет на его стороне, и она максимально посодействует тому, чтобы вы выехали с его имущества, с его собственности, с его квартиры, либо дома, либо комнаты, потому что это его собственность. И вот как вариант, если вы себя ведете хорошо, у вас хорошие взаимоотношения, нет никаких жалоб, да, нет никаких нареканий, соседи тоже довольны, потому что мнение соседей, поверьте, для ирландцев это очень важно. Если на вас будут какие-либо жалобы со стороны соседей, именно ирландцев, да, например, мы живем, да, вот здесь в апартментах, тут вокруг нас одни мигранты. Большинство это мигранты экономические, которые приехали с других стран Евросоюза, либо не из Евросоюза, и они здесь работают на фабриках, заводах, кто где. То есть они в прямом смысле, их не заботит, кто здесь кричит, не кричит, что здесь делается, творится, кто пьет, не пьет, курит, гуляет, выходит, заходит, покупает, отдыхает, слушает музыку, не слушает. Здесь у нас никому нет дела до друг друга, потому что здесь текучка, у нас постоянно меняются люди. Кто-то выезжает, приезжает, и вот так получается, что люди друг на друга не смотрят, им не интересна жизнь других. А когда это спальный район, когда этот человек понимает, да, там какие-то старенькие ирландцы, они живут там уже поколениями, для них очень важно, чтобы обстановка вокруг у них была стабильная. И поверьте, если вы заехали туда по программе ARP, начинаете там бушевать, начинаете там что-то качать, какие-то свои права, не дай бог, там где-то даже если вам сказали, что с вашего дерева листики летят на его газон, и вы обязаны убирать вовремя, чтобы этого не было. Поверьте, лучше это сделайте. А есть и такие приколы. Ирландцы в старости, они очень такие очень, могу сказать, не то что агрессивные, но они очень любят контроль, стабильность, и чтобы был порядок. Вот это все. Если у вас по бокам с одной и с другой стороны будут такие вот, да, старички, боровички, то, конечно, вам придется вести себя немножко потише и скромнее. И к чему я веду? К тому, что если вы себя нормально, френдли ведете, все хорошо, нет никакой аморальщины, то, конечно же, в будущем, если эту программу не продлят, и вы в хороших взаимоотношениях, а многим лендлорды уже говорят, что даже если закончится программа, если вы будете согласны на мою цену, да, то можем потом оформить контракт, там, оформить полностью это жилье для того, чтобы его сдавать. То есть многие будут готовы вам сдавать его в аренду. Вот я к чему веду, что если у вас хорошие будут отношения, то вы спокойно сможете с ним оформить договор через агентство, либо он сам зарегистрирует свою недвижимость, чтобы она была для сдачи в аренду, и никаких проблем. И главное, что теперь это будет все легально, теперь просто так вас уже не выгонят, это первое. Но и главный минус в этом, конечно же, вам придется платить, и уже придется платить рыночную стоимость той недвижимости, в которой вы сейчас живете. Как вы понимаете, 800 евро это почему они, да, ну, манят, потому что они не облагаются налогом, и многим это выгодно, и нигде не учитываются. То есть это, в принципе, как будто такой вот лотерею, в лотерее он выиграл, да, и эти деньги нигде не облагаются налогом, никто ни о чем не знает. А после уже ему придется платить с каждого вашего евро налоги. И чтобы получить ему, понимаете, выгоду 800 евро, там неважно, со своей комнаты, либо со своего дома, квартиры, апартментов, то если, например, ему платили 800 без налогов, то чтобы ему получить те же 800 чистыми, то ему нужно хотя бы вам поставить цену 1100-1200, вы понимаете, налоги там 200-300 евро, это минимум будет идти налог от прибыли, от аренды. То есть получается, если вы там захотите остаться, вот, например, в доме, да, например, там 2 бедрума, дом, то вы должны понимать, что вы будете платить за него больше 1000 евро. Это минимальная цена. Плюс коммуналка полностью, интернет, мусор, все, свет, там, ойл и так далее, все на вас. То есть, в общем, домик, который был по факту в начале, да, просто за коммуналку, потом он вам выйдет минимум в 1500. И я веду к тому, что это... Наперед вы должны как-то себя уже обезопасить, в смысле найти работу, либо копить какие-то деньги, чтобы были средства для того, чтобы потом снять же тоже жилье, в котором вы сейчас живете. Если у вас не будет денег, то никто вас
просто так после того, как программа закончится, не оставят. Просто так уже благодетелей не будет. По факту это тоже, ну, такой вид, да, ну, благодарности, да, то есть они принимают вас, ирландцы, в свои семьи, но все-таки они получают от государства немалые деньги. То есть здесь и как бы такая вроде бы хорошее дело человек делает, принимая украинцев у себя дома, но при этом он получает денежное вознаграждение. То есть все-таки есть какая-то в этом выгода. И если у вас это получится, то это, конечно, будет отличный вариант. И я знаю, что многие уже об этом задумаются и в прямом смысле спрашивают своего лендлорда, ну, сейчас он не лендлорд, да, просто хост, ну, спрашивают, возможно ли будет это сделать. И многие говорят, да, таких историй уже много. И в прямом смысле потом это все вытекает в легальное поле, вы спокойно себе работаете, живете, договор аренды и платите деньги уже за, можно сказать, свое арендованное жилье. Из такого жилья уже выселить просто так невозможно. Договор минимум подписывается на год, и должны быть весомые аргументы, весомые факты у лендлорда, чтобы просто так вас выставить на улицу. Там уже вас защищает закон, который, кстати, в Ирландии неплохо работает, ну, для тех, кто снимает. То есть он вас больше защищает, чем лендлорда, потому что лендлорду трудно будет, например, если у вас есть дети, и им некуда идти, вам некуда идти, то суд, даже если какой-то будет, он может стать на вашу сторону, потому что по законам ребенок не может находиться на улице. Так что, если у вас есть малолетние, да, несовершеннолетние дети, то и вы живете в жилье, то у вас, конечно, большой аргумент за то, чтобы вас даже не выселили. Если у вас какой-то даже конфликт, да, потом будет с лендлордом, то все-таки вы будете немножко в дамках. Сейчас те, кто живут по ARP, конечно, они немножко, ну, выписываются, они вне правового поля. Хост делает, что хочет с теми, кто у него живет. Хочет его ограничивать, сколько историй о том, что нельзя там готовить, либо там ходить громко. То есть куча различных ограничений, возможностей, особенно тех, кто живет именно с хостами, то есть с хозяевами в доме. То есть они ему предоставили комнату. Там, конечно, да, не разгуляйся. Хорошо тем, кому дали дома, либо квартиры, и люди спокойно ведут свой быт. Когда-никогда приехал тот хозяин, там проверил, да, что все в порядке, хату вы не спалили, все лежит на месте, ничего не поломано, спросил, обошел соседей, спокойно ли вы себя ведете. Репутация в Ирландии очень важна, и если вы ее в маленьком городке себе испортите, то, поверьте, испорченный телефон здесь работает моментально, и потом вам будет очень сложно даже за деньги снять здесь, ну, в городке своем, да, какое-либо жилье. Так что главный совет, который я могу вам дать, я думаю, многие об этом уже и задумываются сами, это, конечно же, наводить мосты со своим сейчас хостом, и, может, возможно, в дальнейшем даже он же не захочет вам, да, сдавать, оформлять все это, потому что это все головняк, и многим это не нужно. Ну, хотя бы может вам потом подсказать, с кем-то вас свести, понимаете, ирландцы, они очень дружные, у них большие семьи, и связи здесь многое решают. Если вы будете в хороших отношениях с ирландцами, то, поверьте, они вам в той или иной мере как-то помогут. Просто так вас не выгонят. Но если вы будете себя вести как свинья, как непонятно кто, показывать вот так вот пальцы веером, сопли пузырями, что я тут все, мне все должны, как так, я могу все, то, конечно, будет очень печально, потому что в конце пути многие потом останутся, конечно, в палатках, в спальных мешках, просто на улице, потому что никто потом, после того, как отменят программу, а ее отменят рано или поздно, ну, то есть конечная, возможно, ее, да, вот финал этой программы, это 26, это март 26 года, все. После не будет уже юридических никаких моментов, чтобы какие-то программы оставлять для украинских беженцев. То есть все, временная защита будет отменена, и по-любому до этого периода сделать какой-то механизм перехода. И как говорят, что уже с 25 года, возможно, да, с марта будут какие-то изменения. То есть, возможно, либо в сумме выплат, если не в сумме, то будут уже те семьи, которые живут, проверять по нуждаемости. Если люди работают, то пусть сами платят эти 800. То есть уже будет не государство просто 800 на счет хозяину скидывать, а сами те люди, которые живут, то есть украинские беженцы.
Правильно это, справедливо или нет? Ну, конечно же, да, потому что если человек работает, он может за себя заплатить, почему он должен жить просто так? Это логично, это вытекает, это предсказуемо было, потому что невозможно, да, просто работая, получая, ну, обогащать себя деньгами и не платить за себя. То есть это невозможно, это диссонанс в самой системе Ирландии. В Ирландии здесь социальное государство и всех максимально уравнивает. Получается, сейчас какой-то украинец работает, живет по ARP, либо семья работает, то она в прямом смысле больше зарабатывает, чем любой другой мигрант, либо беженец, который находится здесь, потому что для них нет таких программ. Это только эксклюзивная программа для украинских беженцев, программа ARP. Она доступна только украинцу, то есть просто от того, что у тебя есть паспорт, у тебя открыт доступ к этой программе. Это создано специально, разработано было для украинцев. Так что такой вот эксклюзивчик, конечно же, многие ним пользуются и дальше продолжают пользоваться, хотя я считаю, что эта программа должна в первую очередь была нагрузку снять и взять, оберегать тех людей, которым это нужно, то есть там пенсионеров, инвалидов и многодетных, да, мам, которые приехали, либо многодетную семью. А бывает такое, что просто по РП живут обычная там пара, да, там молодая в смысле, либо просто отдельно комнаты сдают просто одиночкам. То есть, ну, люди, которые по факту могут просто работать и себя обеспечивать, я к этому веду. То есть, вот вот такой вот совет. И главный, конечно, это наводить мосты со своим хостом и вести себя ну, нормально, хорошо. И обратно же запасной вариант это, конечно, накапливать деньги, потому что если хост не продолжит вам, не захочет, чтобы вы там оставались и оформлять все документы, то вам придется, конечно, искать жилье, а это деньги. Не забывайте, что любая аренда это первый месяц и последний. Вот нашли вы за 1000, вы обязаны сразу заплатить лендлорду либо агентству сразу 2000 евро. Плюс обратно же сразу нужно, чтобы были деньги на свет, на интернет, подключение. То есть минимум, да, вы понимаете, в кармашке должно лежать каких-то 3000 евро, это просто как минимум. Я говорю это про маленький городок, про Дублин и города похожего типа, в смысле размера, там Корки и остальные большие города Ирландии, я молчу, там нужно хотя бы минимум, я думаю, 5-6 тысяч иметь в кармашке. Так что чем больше город, тем больше растраты, тем больше аренда жилья будет стоить. Вот такие вот у нас сегодня, да, новостная такая вот повестка. Решил просто немножко вам рассказать мои мысли о том, как можно, да, вот, что делать после того, когда закончится программа ARP. Все варианты я сказал. Последний, конечно, это просто собраться и уехать. И многие, в принципе, так и живут, получают выплаты, живут сейчас по ARP и просто в прямом смысле говорят, закончится все, я вернусь в Украину. И все, и не хотят, как говорится, ну, оставаться, не наводить никакие мосты, им просто такой мини-отпуск на 3 года. Такой вот курорт, такой, да, оздоровительный такой вот курорт в виде изумрудного острова, свежего воздуха, океана и прекрасной природы. Вот как-то так. Пишите в комментариях ваши замечания по программе ARP и ваши какие-то истории, связанные с программой ARP. Хороший, может у вас есть опыт, либо плохой, пишите, все почитаем, ознакомимся. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения, всегда на связи, держу в курсе.